Привет, друзья! Я сейчас со своей командой нахожусь в Китае. Мы приехали за вдохновением на международную выставку мебели. У многих есть просто ассоциация, что Китай – это что-то такое некачественное, ужасное. Это не так. Здесь просто безумное количество разных производств. Но есть одна очень важная проблема. Невозможно отследить качество и логистику. То есть, если вы что-то выбрали там, по интернету, то вам с большой вероятностью это придет не в самом лучшем качестве и, возможно, вообще не то. Чтобы получить качественный и хороший продукт из Китая, нужно иметь своего человека здесь. И этот человек у нас есть. Знакомьтесь. Да, привет, Александр. Меня зовут Кирилл Левин, и моя компания называется МБЛ. Я проживаю в Китае уже больше 20 лет. Занимаюсь комплектацией интерьеров по всему миру. У нас огромная команда китайцев и русских. Мы контролируем качество. Мы собрались в Китай. Это реальная история. Ну да. Мы уже купили билеты, и тут мне приходит письмо. Я про Мебель Тур знаю уже много лет, на самом деле. Прям очень давно. И Да. видел много видосов с вами. Да. Вот. И ребята мне сами написали. Ребята прилетели на несколько дней, не так долго, да. И мы решили вот приехать сегодня в город света. Этот город называется Гуджен, в 85 километрах от Фошаня, от нашего города мебели, ну и также расстояние в часе езды от Гуанчжоу. Самый огромный город на юге Китая, в провинции Гуандong, где производятся световые решения, все самые интересные на весь мир. Мне просто постоянно говорят заказчики, вот мы купим китайскую люстру и получим непонятно что. Вот я просто хочу разрушить этот миф и показать вам. Здесь просто гигантский торговый центр. Это один из, я понимаю. Да, это, мы сейчас находимся в центре, как бы сердце этого города света, но здесь на каждой улице похожие торговые центры производителей очень много. Есть точные копии оригинала, и оригинал, и европейцы здесь размещают свои производства, OEM, ну, естественно, американцы и прочее. Поэтому мы погуляем, посмотрим. Давай, да, не будем грузить людей, лучше покажем красивые вещи. Просто погуляем, посмотрим, может, какие-то цены назовем, да, чтобы вы конечно. сориентировались. Ну, а на нашу компанию ссылка в описании, пишите комментарии, ставьте лайки. Да. Шли мы в одно предприятие. Это Марсден, и он дороговатый, да? Ну, Что такое дороговатое? Ну, это китайский, очень качественный, как я понял, да, производитель. Всего, Люстра да. с 3DD. 这个两个价格多少 9300 юаней. Одна большая. Это где-то $1300. Маленькая 4800. Это где-то $750. Я оставлю ссылочки под видео на все социальные сети Кирилла, особенно на YouTube, потому что он ездит по фабрикам. Да, и делаю обзоры предприятий, показываю конкретно изделия в шоуруме и как оно производится в цеху. Потому что не всегда в торговом центре вы имеете дело с производителем. Бывают и трейдинг-компании, дилеры, а мы не знаем, как они будут размещать заказ на производстве конкретно. Потому что есть много категорий качеств изделий, это очень важно понимать. Это не каждому потребителю рассказывают в Китае. Градация хрусталя в Китае, вот это вот К9 называется. К9 это классное стекло, круто отполированное. К5, К6, К7 это уровень полировки. К9 это самое топ. 1422 юаня, это $220. А это 1100 юаней, это $160. Если детализация качественная, то и цена дороже чуть-чуть. Многие заказчики только цену замечают. Все это. Ну, это красивые вот эти штуки, кстати. Здоровские. Не, у них тут и дизайнеры все европейцы. Тут если не знаешь, как бы такое, купишь херню какую-нибудь. Вот это крутое предприятие. Ну, вот кто скажет, что это не Это крутой прям свет, точно да? ваша тема, о чем вы Это говорите. крутой свет. Китай улетел в Woman стратосферу, Inside пока мы не видели их. Компания Грок, Испания. Вот они все производят на этой фабрике. OEM, Грок. Как интересно у вас тут, ребята. Видишь, есть такие на сенсорах, есть нажимаешь. Вечером, чтобы не привязываться к торшеру, взял, поставил куда тебе надо. И вот туда вот.
Загадывай желание. Вот, видишь, какая штучка. Давайте это в Россию срочно привезем, вот это. Вот это прям Над рабочим столом. ценнейшая штука. Вот так на всю комнату можно И направить. видишь, при этом она качественная. Ощущение, такое ощущение, что не работает. Прям вот надо вот так подойти и посмотреть. Да, при этом они светят, отлично. Просто супер. Это круто. Очень круто. Какой крутой металл, и здесь ремни. Это же модно. 电线是在这里面。 Рембаза красивая сверху. Не пластиковая белая такая хрень. Тут качественно все вообще. Просто вообще супер. И не банально, да? Ну что не похоже. Во-первых, это мат, не глянец, да? Во-вторых, это черное золотом всегда это круто, очень дорого смотрится. Мне кажется, что если обычный человек сюда приедет, то он просто утонет в этом море. Поэтому мы всегда готовы вам помочь. Конечно, или мы сделаем онлайн подборку, то есть абсолютно онлайн, не нужно прилетать в Китай. Ну, то есть я могу, например, показать вам дизайн-проект, и вы Да. сделаете по нему подборку. Да, но таким образом первоначально мы можем рассчитать там 30-40% бесплатно изделий, чтобы вы понимали бюджет. Да. После этого договор подписываете, вносите первую $1000, мы выделяем менеджера, и он месяц уже каждый рабочий день с вами посещает все фабрики онлайн. Они 30 лет занимаются, при этом 15 лет в минус работали, чтобы научиться это делать. И в Донгване большая фабрика, у них своя формула хрусталя, и это все вручную оттачивают, мастера сидят, 200 с лишним мастеров. И вот здесь они делают хрусталь такой прям крутейший. У них и даун, и лалик, и бакара здесь у них. Вот это хрусталь, ну как вот, это вот самый дорогой, считай. Интересно, чтобы ты рассказал по-русски, ты красиво, грамотно говоришь по-русски, расскажи про все эти бренды, которые ты производишь. Плюс Ванна, он экспортирует все в Россию. Да. Очень много клиентов, 13 лет уже работает с дизайнерами в России. И у него самые топовые копии на рынке. Да, ну типа итальянцы не будет к вам претензий. Итальянцы к нам претензий никогда, даже ты 13 лет это делаешь. Вы просто посмотрите, какой шоурум, напичканный количеством всяких вот этих известных. Это точная копия, так лучше. Подделка это как-то звучит дешево, Ван. 1950. 1950 Это юаней. юань по 278. 278 долларов. Вот это большая. Да. Ну вот просто мы изобразили в проекте эту штуку, только в виде подвеса, но она должна висеть вверх ногами. Ну, почти вот такая. Вот надо брать. Это будет 43 тысячи рублей. Так, 43 тысячи рублей. Ну, неплохо. Это tradition. Да, tradition, это Дания, tradition, да. Ну, 3 тысячи. Легко очень инсталируется, стоит недорого вообще. А вот производит эффект такой. Это не подделка, это точная копия. Это вилкан, да. Лягушка мне нравится. Сколько стоит вот этот? Это, скажу, это где-то 3200. А это мы на съемку привозили же. В этом году у них новый. Слушай, так он как похож-то здесь. Конечно. Хорошо. Я так клиента тоже. Хорошо сделано. У них вот это прозрачный гвоздь. Ну вот здесь самолет. А у нас это идея от Dyson, англичан. Понятно. Это на ручка БРВ. Бакстер Куб. Давай, Я слышал от опытных продавцов светильников, что можно сначала сделать отдельно технический свет посчитать, отдельно дизайнерский свет. Технический свет у вас тоже есть? Технический тоже есть. Тоже да. есть. Просто Магнитные по нему, треки. Да, и так по далее. нему просто можно определить прям бюджет, то есть понимание заказчика и уже предлагать дизайнерский свет. В принципе, этим вы тоже занимаетесь. Мы тоже поможем все это сделать. Со светом вот с Китаем они все говорят, что это очень большая лотерея, если не знать конкретных поставщиков. 10 лет, короче, опыта убрал и показал точечно то, что работает. Не, еще есть наработок много, но вот просто чтобы вот мы хоть сегодня за полдня что-то посмотрели. Вот сейчас зайдем еще вот в эту компанию Summer Aesthetic. Ну, очень прикольный свет, только единственное, что ее вот мыть, она такая пыльная становится со временем.
Ну вот эти вот штуки, эти рожки снимаются. Да. Флос Ух стоит. ты, Mountain View. Дима Логинов. Ну здесь другая форма должна быть. Она таким должна быть половинкой шара. Видимо, улучшили немножко. Знаете, для чего это отверстие? Для чего? Таскать? Не знаю. Вставляется палка, И вдвоем тащишь? да и перетаскиваешь, чтобы не Ого. поднимали. О каком джедама? 为什么它的造型是这样子的啊？ Много раз мы идем в китайский свет, когда вот вроде как все красиво и даже золото нормальное, а здесь какой-нибудь блестящий саморез, ну какая-то такая, здесь что-нибудь кривое там и так далее. И это прям сразу вот выделяет, что это какая-то ерунда. Да, и даже в полированном, кстати, без косяков, да? Тоже не Обычно всякие пузырьки ужасные. аккуратненько, цоколь красивый. Я видел, когда красивый люстра и ужасный цоколь какой-нибудь. Нам самое главное понимание, если вы ориентируетесь на оригинальные бренды какие-то, вы нам присылаете предложения от европейцев, а мы находим аналог в Китае. И обсуждаем с вами уровень качества, так как ты уже заметил, здесь качество может быть Да, или плавает. самое дешевое, или очень дорогое, или среднее и так далее. Поэтому хотим услышать вас, бюджет, объясним. Дорого, поедем на другую фабрику, покажем дешевле. Покажем почему. Это из алюминия, это из латуни сделано. Хотя визуально одинаково. Вот эта бакара, она есть в маленьком исполнении, в большом вот эти вот. Видишь, этот отличительный всегда Пимпочка. хрусталик, да, красный. Это тоже мало кто из китайцев такое может сделать. У меня клиенты с удовольствием берут вот такие вот вещи. Не очень понятно, да, Бакара что это? посуда. Посуда бакара 24% свинца. Прикольно. То есть в оригинале 30, но очень тяжело отличить глазом. В оригинале немножко перелив такой радужный есть. Здесь его нету. Но он так блестит, но белым таким цветом. Вес одинаковый. Сейчас, так как Китай открыт, вы уже в Китае, возвращаются мебельные туры. То есть это как раз-таки оффлайн обслуживание. Как раз люди, как раньше, всегда приезжали с дизайнером или без, посещали эти шоурумы и здесь натаптывали 20 тысяч Ну, шагов ежедневно. На самом деле билет на самолет стоит, ну, порядка, там, не знаю, ну, 50 тысяч рублей. Так. И ты можешь, а мебель ты покупаешь на, там, 30 тысяч долларов, от 30 тысяч. Ну, я считаю, что 50 тысяч – это, как бы, ну, такая очень маленькая цена за то, чтобы убедиться и успокоиться, да, что у тебя все хорошее и классное. Мы не работаем с массовым сегментом, мы выбираем лучшие точные копии и посещаем только эти предприятия. Или такие предприятия, кто могут произвести какое-то изделие, может быть, даже еще нету в коллекции, но мы знаем потенциал, что они реально могут собрать. Плюс у меня всегда статистика есть со всех предприятий, у кого как получилось, есть ли рекламация и так далее. Да, рожки шикарные. О чем и речь. Прям как настоящие. Попробуй сделай такие. Что интересно, как люди в этом вот реально живут? Аршидонен за джунгу. 360 тысяч юаней, 800. Это 58 тысяч долларов где-то так. Это литье. И посмотрите на элементы вот эти детализации, как сделаны, пресс-форма. То есть, возможно, этот рожок, он сразу не вылетает так идеально. Наш опыт общения с китайцами вот показывает, что меня просто 3 человека спросило, как ты там будешь общаться. Я такой, да нормально, все будет. Хотя это 56 национальностей китайцев, и сейчас мы находимся в провинции Гуандон. Да. Это юг, это кантонцы. Они говорят совершенно на другом диалекте. То есть есть традиционный китайский, нихао там, да, а здесь говорят лейхоа. Это кантонский диалект. Ну и поэтому мыслят они тоже по-другому, отличаются от северян. Просто огромный многоэтажный магазин, только мебель. Ну и вот это все, дальше это все, торговые центры, там влево, вправо еще тут огромный город из торговых центров, посвященных чисто мебели. Масштаб просто уничтожает голову.
Просто посмотрите вокруг, вот это все. Огромный гипермаркет, посвященный мебели. Наверху последний этаж, он полностью посвящен импортной оригинальной мебели. Там, посмотрите, Louis Vuitton, Armani, Fendi. Это все импортное, оригинальное. А ниже идут уже локальные фабрики, которые крупные делают свою мебель, которые более маленькие делают реплики, причем очень высокого качества. Пойдемте покажу уже подробнее. Это вот реплики Бакстера. И это, в принципе, шоурум Топ качества. Замша, итальянская есть китайская, какая тебе нравится. Все мраморы там, и бразильские, и Патагония, кварцы, все, что хочешь. Усман Лазурита такой. Короче, местные богачи прилетают на вертолете вот туда на площадку, закупаются на последнем этаже, в бутиках, в которые не пускают обычных людей только по записи, и улетают дальше. Все, они ни с кем не контактируют. Идеальная вообще схема. Но он мягче становится после использования его 3 месяца. Ну, это что он просил, и там я Ну, так появилась. постепенно же вытягивается. Нет, на самом деле, вот когда я первый раз села, вот тут вот уже как будто бы промятый, и поэтому жесткий. А вот тут вот. И видишь, гусиный пух, он так раз принимает силуэт более подробно. Ничего. Вот это классная версия, Очень удобно. Ну, поглубже, да, типа? Ну, он глубже, да, он глубокий, и спинка вот идеальная. Спинка низкая, да? Она не низкая и не высокая, она вот по плечи, но у меня здесь еще расстояние. Ага. Ну, удобно, комфортно, да? У меня лично, да. А сколько он стоит, можно спросить? Какой диван? 1000 юаней. 190 тысяч. Если в текстиле, в другом, в китайской коже дешевле будет. А, это оригинальная, да, ткань? Это импортная, да. А, ну понятно, да. И китайской, может быть, кожи не будет вот этих вот моментов. Да? Можно перевернуть, Воу. посмотреть задник, как сделан, вот, видишь. О. Все тоже прошито, и основание тоже в замше идет. Я всегда переворачиваю, менеджеры, видишь, подушки все застегиваются, открываются, липучки и так далее. Но мы пока сейчас ехали, мы как раз обсуждали, что все равно нужно постоянно за ними следить. Ну да, факт. Это вот закрытыми глазами, это лотерея, реально. В общем, это бесконечные магазины, вот это все какое-то, знаете, как московское метро бесконечное, где нету дверей между вагонами. Вот это все куда-то уходит на горизонт и не кончается. Видишь, ушки не такие уже мягко смотрятся, уши боковые. А вот здесь ткань как раз другая. Другая ткань, видишь, используется. И цена дешевле будет. Ага. Но он какой-то уставший он. А? Там он шидиши гантаула. Что, есть разница? Ну, похоже? Эми, да, тинго. Дальше вот другой дело. Да. Да, тинго, дальше вот гантаула, Здесь сайго. поролон, Лей. чтобы или синтепон. А. Ну, я придумала. А там ты утопала. Да, я Фига, подушку что не убита, Да-да-да. А что круче? провалиться И остаться. Ну да, не остаться. А это вообще Этро. Это один из самых дорогих вообще диванов, да? Ну, Этро, ты знаешь? Этро Home. Чем занималась Лена в Китае? На всех видосах Лена позирует. Я не очень понимаю, как в этом море мебели не утонуть и выбрать правильную мебель. Здесь одни и те же фабрики скопированы, и все очень сильно отличаются по качеству. Это влияет на цену, но вот найти правильный баланс, ну, очень сложно, не зная всего этого. Ксюша тестер диванов сегодня. Нравится? Ваш вердикт? Выглядит неудобно. Выглядит неудобно и чувствуется не максимально. С Ладнее. матрасом, кто-то любит жесткий. Да-да-да. Просто я думаю, что еще может быть из-за обивки, из-за того, что она не позволяет сильно проваливаться. Это странно. Очень странно. А появилась. Но это очень странно. Но все равно неудобно же.
Ну, факт, конечно. Ну, они же любят твердое, они считают на твердом позвоночник туда-сюда. Такой гибрид непонятный какой-то. Ксюша, ты когда-нибудь видела красный ротанг? Пойдем посмотрим. А сколько он в итоге стоит сейчас? Вы? Но это не ужасная цена. Ну да, За это такой диван. вполне себе. Вот мы там видели. Помнишь, что мы там видели? Диван. Именно какой конкретно? Который вот... года стоит. Мне понравилось два момента вот в твоей компании, что, во-первых, что ты сказал, что у тебя китайская компания, Да, и ты отвечаешь деньгами, и перед китайским законом, просто если я приеду что-то покупать здесь, я буду здесь никто, и, ну, как бы, меня могут кинуть, и я, по сути, наверное, ничего не смогу сделать. Верно. Вот. И второе, мне очень понравилось, что вы фотографируете все товары перед отправкой, это прям супер важно. Видеоотчет, как складывается, потому что мы комплектаторы объекта, есть производитель, мы комплектатор, и мы отвечаем перед вами. Есть логистический узел, да, где может повредиться порой груз. И нам нужно быть самим уверенным, что именно вот было в комплекте все упаковано, инструкции по сборке в такой-то комплектности, чтобы... Потому что потом... вы за это отвечаете. Да, потому что груз у нас идет не только в Москву, и в Майами, и в Соединенные Штаты, Канада, Австралия, заказчики русскоязычные со всего мира. У нас нету приемщиков в каждой стране, это нереально организовать. У нас нету представительств в разных странах. Мы классическая китайская компания с уставным фондом $1,5 миллиона, 10 миллионов юаней. Я единственный владелец, собственник. Занимаюсь с 2008 года вообще этим направлением. И вот работаем в основном с крупными объектами от 30 тысяч. Нам заказчица жаловалась, что у нее точно такой же столик круглый и звенит. Вот здесь уже все хорошо, никакого звона. Но по-другому сейчас, есть ощущение? Но вообще визуально прям сильно видно разницу. Даже по ткани. Видишь, проще, да, кажется? Абсолютно. Нет, сразу видно. К этому не видит. Цвет довольно убогий, и он отличается справа и слева. Она Видишь? на ощупь По тону, он даже по тону отличается. типа отличается. Но это более насыщенная слева, а это какая-то серая. Ну, видно, цвет разный. Ну, он выглядит дешево, реально, это прям видно. У меня есть на канале обзор квартиры, там заказчик всю мебель, ну, большинство мебели купил в Китае, здесь. Он сюда сам прилетал, сам ходил, а мне по WhatsApp звонил постоянно. В такой панике. У меня остался час, мне нужно что-то купить, я не знаю что, просто там... Короче, ему приехала люстра, он купил люстру, она приехала в 2 раза больше, он ее подпиливал. Диван пришел, был крутой диван, но в таком цвете, либо другой диван в таком, он купил какой-то компромисс. В общем, не то. То есть хороший диван, но в цвете, который ему не нравился, потому что другого не было. У него просто тупо не было времени, на самом деле, всем этим заниматься. Он шел вот так, иду, смотрю, да, у него не было проводника, который покажет ему, где можно посмотреть, где это будет цена, качество. В общем, сегодня мы действительно впечатлены. Спасибо большое. Ну, я очень рад, что вам понравилось. Тем более, вот 3 года у нас пандемии, Да. страна была закрыта, мы вели работу онлайн. Да, мы такое ощущение, что мы единственные вообще белые люди во всем городе в китайском. Нас все смотрят, нас все фотографируют, это очень забавно. Я думаю, что по нашим проектам мы планируем, конечно же, работать с Кириллом, и, в принципе, тоже рекомендую. Вот человек доказал свою авторитетность полностью. Ссылка в описании. До скорых Ставьте встреч. лайки. Пока-пока, ребят. Пока. Пока.